Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Дилан сердито говорит, что впервые в жизни мы тайно отмечаем день рождения и что дама выбрасывает подарки, которые мы купили для ребенка. Бэрон соглашается с ним и пытается его успокоить. Он соглашается с Диланом, что ты поступил правильно, и говорит: не правда ли, Дилан? Чинар будет очень рад. Что значит каждый день готовить себе всевозможные блюда, а не печь торт ребенку раз в год? Когда он говорит, что если бы это был Миран, мы положили бы мир к его ногам, Баран говорит, что мы будем любить и защищать Чинара, даже от его собственных родителей, если это необходимо. Затем, пока я беспокоюсь о том, как успеть к ужину, Бэрон говорит о том, какой подарок мы купим. Акиф говорит, что они придут и проведут встречу. Когда Баран говорит: давайте найдем и позвоним моему отцу, Акиф идет его искать. Акиф находит Мирта и возвращает его. Когда Бэрон спрашивает, почему вы не рассказали нам о втором телефоне, Мирт отвечает, что я не знал. Когда Бэрон говорит: я понимаю, но если мы узнаем, что вы что-то от меня скрываете, мы поссоримся, Мирт отвечает: это возможно, сэр. Когда Бэрон говорит: хорошо, тогда, чтобы ты не услышал в дальнейшем, ты немедленно сообщишь мне. Баран решает начать расследование инцидента с Нихатом с самого начала и просит Кудрет-бея и Акифа проинформировать необходимые органы. Пока Дилан делит работу с Берфином, когда к ним приходят Акиф и Баран, Дилан обеспокоен тем, что нам предстоит много работы. Когда Дилан просит помощи у Акифа и Барана, Акиф отвечает: конечно, я был бы рад помочь. Когда Баран приглашает Ипека и его тетю, чтобы не оставлять Акифа Берфина в сложной ситуации, он говорит, что у моей тети много работы, мы бы хотели приехать в другой раз, и они идут с Берфином. Когда Дилан спрашивает, узнал ли он что-нибудь от Мирта, Бэрон отвечает, что ничего не найдено, и они продолжают расследование. Затем Бэрон просит Дилана вернуться к приготовлениям, и они обсуждают, какой подарок купить. Пока Тарик звонил Нуману и ругал его, чтобы тот поскорее нашел Мирта и повесил трубку, пришла Джейда и рассердилась на молчание Дилана о подготовке дня рождения Чинара, а когда она сказала, что он не защитил ее на глазах у всех, а небольшой аргумент. Пока Дилан и Баран обсуждают, какой подарок купить, к ним приходит Чинар и говорит, что они вместе отпразднуют его день рождения в гостиной, осчастливив Чинара. Затем, когда Баран спрашивает его, какой подарок он хочет, Чинар хочет только машину с дистанционным управлением. Когда он видит, что Дилан Чинар счастлив, он тоже становится очень счастливым и заботится обо всем. Затем он рассказывает Барану, что мать Ханифе никогда не устраивала ей день рождения, и что его отмечали отец и брат Джевдет, и это были лучшие дни, которые я сердцем помню в детстве. Дилан просит Барана помочь с выбором платья, и Дилан удивляется, когда на этот раз Баран выбирает платье для Дилана. Когда Джейда сказала, что очевидно, что Тарик смягчился, посмотрите, что они делают, закрывая нам доступ, госпожа Хаджер сказала: неважно, они скоро поймут, кто ангел, а кто дьявол, у нас будет последний смех. Когда Берфин стоит на месте, Акиф спрашивает, что случилось. Когда Берфин говорит, что Барана и Дилана чуть не поймали, Акиф отвечает: но нас не поймали. Берфин спрашивает, какая ложь довела нас до этого, как долго это будет продолжаться. Акиф успокаивает ее и заставляет улыбнуться, и они идут заказывать торт. Дилан входит на кухню и спрашивает Гэжу Азаде, может ли она помочь Гэже Хасибе. Пока они радостно планируют свою работу, приходит Джейда и критикует Хасиби Ханем и Тукбу за то, что они не убрали свою комнату. Когда она просит их прекратить работу и убрать ее комнату, Дилан говорит Джейде, но госпожа Азади заставляет ее замолчать, говоря: заткнись, девочка, сегодня день Чинара. Он забирает Гэжу, Джейду, Хасиби и Тукбу из кухни и отправляет их убраться в ее комнате. Азади говорит: не волнуйся, дочь моя, мы совсем справимся с обеих рук, если хочешь, мы можем сказать тебе со стороны. Дилан не хочет ничего говорить снаружи, и они немедленно приступают к работе. Пока Баран и господин Кудрет говорили о том, что делать с Нихат, господин Кудрет сменил тему и сказал: ну, как идут приготовления к дню рождения? Я, Дилан, очень поздравляю тебя с дочкой, это очень хорошая вещь, чтобы сделать ребенка счастливым.
Баран говорит, что да, Дилан занимается подготовкой, но с другой стороны, я пытаюсь понять Тарика и Гэжу Хаджер, они уже прошли через множество трудностей и не знают, как проявлять любовь. Господин Кудрет говорит, я даю вам правду. Те, кто не получает любви, не будут знать, как ее показать. Дилан и госпожа Азади готовят множество угощений и пробуют их, и они оба очень счастливы. Пока Берфин отдыхает в сторонке с Акифом, когда Берфин говорит, что мы никогда не отмечали день рождения так, Акиф говорит, что и ты никогда не отмечал день рождения. Затем Берфин видит торт, который Тарик купил, чтобы отпраздновать свой день рождения, когда он был ребенком, и плачет, когда говорит, что мой отчим Аднан так сильно избил Тарика. Когда Акиф говорит, я не понимаю таких людей, Берфин плачет и говорит, я тоже не понимаю, почему люди такие плохие. Позже, когда я пошла на день рождения к другу, я увидела это там и завидовала семье. Обычные люди любят друг друга, но в нашем доме не было и крохи любви, только пытки. Когда приготовления закончены, Дилан идет в свою комнату и собирается. Когда Бэрон видит ее украшенной и подготовленной, он снова влюбляется, и они становятся очень близкими и переживают моменты любви. Подготовка Дилана завершена благодаря Берфину, Акифу и Азади Ханем, и теперь Чинар готов взорвать свой торт. Когда он задувает торт, все наблюдают за ним и разделяют его радость. Конечно, есть еще один человек, который также счастлив, как Чинар, и это Дилан. Акиф немедленно сообщает Барану полученную новость, не теряя времени. Баран узнает, что Нихат заставил его встретиться с стариком в тот день, когда он выстрелил в него, и смотрит на него. Госпожа Джейда и Хаджер с энтузиазмом празднуют ее день рождения и не могут налюбоваться Диланом и Бараном. Тарик очень доволен этой ситуацией. Поскольку он один из тех, кто хочет счастья Чинара, ему нравится все, что делается. Пока все дарят подарки Чинару, госпожа Азади целует Чинара и кладет ей на воротник большую золотую монету. Когда дядя Ахмед молится, чтобы Чинар вырос здоровым и счастливым, все присоединяются к нему и говорят «Аминь». Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления о новых видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.